Всем добрый вечер. Продолжаем растянувшуюся на 3 лекции, одну лекцию к философии человека. Переходим к третьей части этой лекции. Я напомню кратко, на чем мы остановились в прошлый раз. Напомню, что мы разобрали 2 ответа на вопрос, что такое человек. Мы не разбирали на самом деле их подробно, мы просто поговорили о специфике этих ответов, о том, что есть религиозный ответ на вопрос о том, что такое человек, и его специфика заключается в том, что он так или иначе будет осуществлять прыжок в веру, когда мы упремся в какое-то вопрошание о человеке, в какую-то попытку вскрыть его сущность, понять какие-то глубинные основания того, что он такое, нам придется всегда апеллировать к чему-то сверхъестественному, апеллировать к Богу или к карме, или еще к чему-то. Короче говоря, апеллировать придется так или иначе к вере или к тому, что мы привыкли называть догматами веры. Научный ответ на вопрос, что такое человек, мы его подробно не разбирали, он нам, наверное, наилучшим образом известен, он распространен, его можно посмотреть в любом словаре, он очень четкий, подробный, и можно в зависимости от специализации науки углублять этот ответ на вопрос, что такое человек. Но, как выясняется, когда мы получаем этот ответ на вопрос, что такое человек, он с одной стороны вроде бы полный, а с другой стороны у нас возникает чувство, что он не отвечает каким-то нашим внутренним запросам, которые мы называем духовные запросы или смысложизненные запросы. И напомню, что, пожалуй, одна из ключевых задач моего доклада, почему он скомпонован именно так, почему я отвечаю на него именно таким образом и подбираю ответы на него именно таким образом, заключается в том, чтобы показать, что философская антропология и в том числе наука, которая использует данные философии и философской антропологии как определенные научные направления, они отвечают на смысложительные вопросы, на духовные вопросы, но пытаются делать это, не обращаясь к религии. И не только эзотерика, не только религия отвечает на вопросы смысла, но это делает современная философия, это делает в первую очередь современная философская антропология, а также некоторые научные направления, о которых мы поговорим. Напоминаю, что можно 3 фазы, вот эти 3 вопроса проблематизировать 3 цитатами, на которых мы остановились в прошлый раз. Первая цитата Паскаля, которая говорит о том, что как раз вот эти вакуум запросов смысловых закрывается в христианстве Богом, в любой религии он закрывается какой-то сверхъестественной сущностью или чем-то сверхъестественным. Это может быть в язычестве, это вообще он может закрываться связью с духами предков, с духами каких-то существ, с которыми связан человек и с которыми после смерти он обретает связь. Не столь это важно, важно то, что там есть связь со сверхъестественным. И там вот эти смысловые запросы все духовные запросы, они закрываются сверхъестественным. А в XIX веке Ницше констатирует формулу «Бог умер». Это формула, которая вообще бомбит очень многих людей, кто вне контекста, он не совсем понимает, о чем тут речь. Я вообще скажу, что вот эта формула, всего лишь 2 слова, она по нагруженности смыслов, ее можно сравнить, например, с формулой энергия равно масса помноженная на квадрат скорости света, или E равно mc квадрат. Вот по той насыщенности смыслов, которые лежат, когда мы раскрываем эту формулу, можно сопоставить формулу Ницше «Бог умер», которая констатирует изменения в мировоззрении европейской цивилизации, связанные с тем, что это мировоззрение теперь уже не может опираться на веру, не может опираться на религию, не может опираться на Бога. И после того, как происходит разрыв между
верой и мировоззренческими установками современного человека, появляется проблема, которую уже констатирует Сартер во второй половине, в середине, во второй половине 20 века. Это то, что у человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет эту дыру как может. То есть вакуум образовался, и его нужно как-то заполнять. Бог умер, но святое место пусто не бывает. И запросы человеческие остались, и нужно на них как-то отвечать. Но мы разобрали как раз в предыдущей лекции, как на вопрос, что такое человек, отвечает наука. И у нас получилась вот такая картина, с одной стороны завораживающая, у нас есть сегодня эволюция Вселенной, у нас есть представление о том, как зародилась Вселенная. С одной стороны, это гипотеза, но эта гипотеза чем дальше, тем больше обрастает различными эмпирическими доказательствами. Ну, приведу отдельный пример. Если теория относительности Эйнштейна, общая теория относительности Эйнштейна представляла собой хорошо проработанную, но все-таки математическую модель, не сильно доказанную или вообще не доказанную с помощью эксперимента и не сильно доказанную данными наблюдений, то сейчас ситуация меняется. Так, например, гравитационные волны, которые предсказаны, существование которых предсказано как раз общей теорией относительности, они были официально зарегистрированы 14 сентября 2015 года по летнему североамериканскому восточному времени на двух детекторах-близнецах лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории Лига, расположенной в Ливингстоне, штат Луизиана, в США. Детекторы Лига обнаружили относительные колебания величиной в 10-19 степени метров. То есть ситуация меняется. Уже спустя 100 лет, почти ровно 100 лет после опубликования общей теории относительности Эйнштейна, гравитационные волны были наконец зарегистрированы с помощью детекторов. И таким образом эмпирическое подтверждение, эта теория, помимо теоретических подтверждений, помимо математического обоснования, эта теория находит теперь и эмпирическое подтверждение. Но нас волнует не подтверждение общей теории относительности, а то, что она дает нам достаточно достоверную модель Вселенной, и вот просто взглянув на эту модель Вселенной, которая очень интересная, которая действительно завораживает наше воображение, но взглянув на эту модель, вопрос о месте человека здесь скорее обостряется, чем снимается. То есть мы с вами находимся, если взять процесс эволюции Вселенной, мы находимся где-то вот в середине, в наше время, пик звездной эры, где-то здесь. И после Большого взрыва происходит расширение Вселенной, и есть несколько вариантов того, как этот процесс завершится. Мы примерно, то есть в середине временного пути процесса эволюции Вселенной от Большого взрыва до ее затухания, разлета во тьму, схлапывания или остывания. Ну, короче говоря, смерти Вселенной. Там есть несколько гипотез того, как она закончит свое существование. Короче говоря, мы движемся к такому неизбежному остыванию или исчезновению Вселенной, переходу из упорядоченного механического движения частиц в неупорядоченное тепловое движение и затем остывание и полную тепловую смерть Вселенной. Опять же, тепловая смерть Вселенной – это одна из гипотез того, как она закончится. Здесь не буду, конечно, подробно рассказывать о каких-то других концепциях. Здесь лишь обращу наше внимание на то, что из-за того, что Вселенная расширяется, и расширяется она неумолимо, у нас есть представление о видимой ее части и о том, что есть свет, свет далеких галактик, который мы видим благодаря красному смещению, которое является аналогом эффекта Доплера
при изменении звуковой волны, то есть когда чем дальше галактики находятся от нас, чем дальше они улетают, тем больше свет от них смещается в сторону красного цвета, и наша видимая часть нашей Вселенной, она ограничена, и мы никогда не увидим, скорее всего, если те данные, те знания о физике, которые мы имеем сейчас, они принципиальных каких-то изменений не возникнут, мы как-то принципиально что-то не откроем, что расширит наше представление о Вселенной, мы, скорее всего, никогда наблюдаемые пределы видимой части Вселенной, наблюдаемой части Вселенной, они останутся для нас ограниченными, и мы сможем только предполагать, только строить математические и физические модели, которые позволят нам предполагать, какой объем галактик, какие размеры у этой Вселенной и так далее, и так далее. Короче говоря, вот если представить себе художественное изображение наблюдаемой Вселенной, это в логарифмическом масштабе, в центре которого помещается Солнечная система и наша галактика Млечный Путь, то вот в художественном изображении Вселенная наша наблюдаемая выглядит так. Мы даже понимаем, что это не вся Вселенная, что наши возможности ее наблюдать, они ограничены физическими законами, не просто нашими средствами наблюдений, нашими средствами фиксации света, а вообще физическими законами. Мы дальше вот этого красного смещения мы ничего не увидим. Это вот оно по краю галактики мы видим вот это космологическое красное смещение. Эта картинка графически показывает, что мы находимся в таком информационном пузыре. Человечество находится в таком информационном пузыре, и несмотря на то, что мы очень многое знаем о Вселенной и будем, скорее всего, умножать наши знания, наш вопрос о том, что мы здесь делаем, что такое человек и что нам вообще делать с этими нашими знаниями, как людям, как нам с этим жить, это такая безотносительная к нам модель Вселенной, безотносительная к чаяниям отдельно взятого человека, к его каким-то духовным исканиям. Эта модель, она остается такой равнодушной, остается такой отстраненной, что ли, хоть и прекрасной, хоть и очень интересной, но тем не менее отстраненной от наших с вами запросов о том, кто мы такие и куда мы движемся. Поэтому давайте перейдем к критике науки. И здесь очень важная цитата Гуссерля, которая в себе объемлет, наверное, квинтэссенцию критики науки, о которой мы много говорили, когда обсуждали итоги предыдущего доклада. Я зачитаю ее. «Исключительность, с которой во второй половине XIX века все мировоззрение современного человека стало определяться позитивными науками и дало себя ослепить достигнутым благодаря им prosperity, то есть процветанию, знаменовало равнодушное отстранение от тех вопросов, которые имеют решающую важность для подлинного человечества. Науки всего лишь о фактах формируют людей, заботящихся лишь о фактах». Мы как раз смотрели отрывок из интервью Рассела, где он говорил о том, что люди должны уделять внимание фактам и только фактам, чем бы они ни занимались, науками или философией, мы должны опираться на факты. Причем, несмотря на то, что я с этим утверждением во многом согласен, тем не менее, посмотрите, как Гуссерль говорит о том, что науки о фактах формируют людей, заботящихся лишь о фактах. И на самом деле здесь у Гуссерля нету претензий к тому, как науки находят, во всяком случае, я не вижу со стороны Гуссерля претензий к тому, как науки добывают знания, как науки открывают Вселенную и как они добывают новые знания. То есть науки прекрасно, на мой взгляд, выполняют свою функцию, но они игнорируют, они не занимаются, да и не должны, наверное, заниматься теми вопросами, которые волнуют человечество. Я здесь конкретизирую. Вот в этой работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», которая была опубликована в 1936 году, есть еще одна цитата Гуссерля. Цитирую. «Научная, объективная истина есть исключительно установление того, чем фактически является мир.
как физический, так и духовный. Но может ли мир и человеческое бытие в нем обладать поистине каким-либо смыслом, если науки признают истинным только то, что может быть таким способом объективно установлено? Если история может научить только одному, тому, что все формы духовного мира, все когда-либо составлявшие опору человека жизненные связи, идеалы и нормы возникают и вновь исчезают, подобно набегающим волнам, что так было всегда и будет впредь, что разум вновь и вновь будет оборачиваться бессмыслицей, а благодеяние мукой. Можем ли мы смириться с этим? Можем ли мы жить в этом мире, где историческое свершение представляет собой не что иное, как непрерывное чередование напрасных порывов и горьких разочарований? Вопрошает Гуслер. Обращаю внимание на начало этой цитаты. Может ли мир и человеческое бытие в нем, то есть наша индивидуальная, непосредственная жизнь, непосредственное переживание жизни, человеческое бытие в этом мире, обладать каким-либо смыслом, если науки признают истинным только то, что может быть таким способом объективно установлено. То есть здесь Гуссерлю не хватает смысла. В этой картине, в этой прекрасной, хорошей картине, которая дают нам позитивные науки, которые дают нам новые знания о мире, о человеке, о том, как лечить болезни, о том, как продлевать жизнь, улучшать качество жизни, вопрос поиска смысла, науки им просто не занимаются. Да, собственно, кто сказал, что они должны этим заниматься? И эта ситуация не устраивает Гусserля, и именно в этом заключается его критика, к тому, что определенную часть запросов человека науки не удовлетворяют и даже не ищут ответы на определенную часть вопросов. Напомню, что мы как раз занимаемся тем, что философский ответ на вопрос, что такое человек, он и должен, по большому счету, отвечать на смысло-жизненные вопросы, а не заниматься констатацией каких-то фактов и не давать новые знания о человеке, как это в том смысле, в смысле знаний как объективных истин, объективных фактов, которые дают нам специальные науки о человеке. Так, немножко забежал вперед. Давайте остановимся на том, как Шеллер, собственно, с которого мы начали, и чья работа, чьи мысли служат структурой нашего доклада, давайте остановиться на том, как он отвечает на какое предложение в решении этого вопроса фиксирует Шеллер. Сегодня, спустя 90 лет после представления основных идей Шеллера научному сообществу на докладе в Дармштадте, мы не можем с уверенностью утверждать, что проблематичность человека для самого себя, вызванная разрозненностью знаний о нем, преодолена. Человек по-прежнему находится в сложной духовной ситуации, парадоксально усугубленной достижениями научно-технологических революций, позволившей сделать жизнь более комфортной, продолжительной и безопасной, чем когда-либо в истории человечества. Шеллер в статьях «Человек и история», а также «Человек в эпоху уравнивания» рефлексирует по поводу специфики современной ему ситуации и говорит о раздробленности теории человека, отсутствии единого понимания его сущности и о проблематичности человека для самого себя. Как я уже говорил ранее, ни в одну из эпох взгляды на сущность и происхождение человека не были столь ненадежными, неопределенными и многообразными, как в нашу эпоху. Человек стал совершенно проблематичен, когда он больше не знает, что он такое, но в то же время знает, что он этого не знает. Я хочу сказать, что вот эта ситуация, которую фиксирует Шеллер примерно в 30-е годы 20 века, она актуальна до сих пор. То есть ее актуальность, на мой взгляд, не снимается сегодня. Историю становления и развития человеческого самосознания Шеллер считает фундаментальным вопросом философской антропологии и задается целью прояснить современную духовную ситуацию в ее отношении к этому большому вопросу. В работе «Положение человека в космосе» Шеллером предлагается более развернутое изложение сути перечисленных проблем. Первое. Что выделяет Шеллер? Сосредоточение, самосознание и способность, а также возможность опредмечивания изначального сопротивления влечению,
образуют единую неразрывную структуру, которая свойственна лишь человеку. То есть это самососредоточение, самосознание, способность, мы об этом уже не раз говорили, здесь я ничего нового ни я, ни Шеллер здесь не привносят, на мой взгляд, способность обладать не просто сознанием, а именно самосознанием, способность рефлексировать над самим собой как бы извне, способность сделать свое сознание предметом рефлексии, и саму рефлексию сделать предметом рефлексии, это способность присуща, пожалуй, только человеку, насколько мы можем об этом судить. И Шеллер выводит различные определения духа, и, наверное, главное определение духа, которое я бы хотел здесь зафиксировать, это то, что дух есть единственное бытие, которое не может быть само стать предметом. И он есть чистая и беспримесная актуальность. Его бытие состоит лишь в свободном осуществлении его актов. Центр духа, личность, не является таким образом ни предметным, ни вещественным бытием, но есть лишь постоянно самоосуществляющееся в себе самом упорядоченное строение актов. Чуть подробнее на этом остановлюсь. То есть, смотрите, Шеллер говорит о духе не как о чем-то сверхъестественном, не как о какой-то субстанции, о том, как об этом говорили философы, особенно религиозные философы до него. Он говорит, что дух есть бытие, которое не может само стать предметом, и он есть чистая и беспримесная актуальность. То есть дух – это возможность осуществления собственных актов. То есть это нечто конечное, что мы не можем зафиксировать, опредметить с одной стороны, но с другой стороны мы можем говорить о том, что это чистая потенциальность, чистая актуальность. Это способность становиться чем-то, меняться чем-то и способность самоосуществляться в себе самом. Или чистая актуальность. Это очень интересная, на мой взгляд, очень интересный взгляд, очень интересная постановка, фиксация того, что является духовной составляющей человека, что является духом. Это, на мой взгляд, очищенная от какой-то религиозной составляющей фиксация того, что есть дух. И вот это определение духа как самоосуществляющегося в себе самом упорядоченного строения актов, извините, но напоминает мне, опять же, буддийское определение того, чем является человеческая личность. Это тоже постоянно сменяющийся поток состояний, психофизических состояний, не являющихся чем-то субстанциальным, не имеющих какой-то субстанциальной основы в виде души, как мы привыкли ее понимать, а просто сменяющаяся структура, комбинация духовных актов, психофизических состояний, да, которые мы называем состоянием духа или состоянием души. Третье, что говорит Шеллер, это противоположность, которую мы обнаруживаем в человеке и которая субъективно переживается как таковая, есть противоположность гораздо более высокого и радикального порядка, нежели противоположность души и тела. Это противоположность жизни и духа. Вот подробно о том, как Шеллер приходит к тому, что сутью человека, его духовной сутью является противоположность жизни и духа, я предлагаю проделать небольшую работу с текстом Шеллера чуть позже. Я там кое-что приготовил, и в конце доклада у меня будет предложение на этот счет. Пока мы лишь зафиксируем то, что противоположность жизни и духа – это то духовное основание, то философское противоречие, которое лежит в основании человека, которое фиксирует Шеллер. И от себя добавлю, что мы обсуждали об эвристическом потенциале многих философских воззрений. Например, эвристический потенциал – это когда какие-то наши спекулятивные рассуждения позволяют
вывести гипотезы, которые, возможно, когда-то подтвердятся. И вот как раз Шеллер в работе «Положение человека в космосе» указал на то, что у животных в какой-то степени есть сознание. Это звучит как-то, на первый взгляд, чересчур, какое там может быть сознание, да, там максимум что-то может быть, это какие-то интеллектуальные способности, но никак не сознание. Но Шеллер предположил, что у животных мы можем говорить о сознательной жизни в определенной степени. Насколько мы можем об этом говорить, тут вас отсылаю к тексту. Но как раз вот это предположение, эта небольшая гипотеза, она нашла свое подтверждение, например, у нейрофизиологов. В 2012 году известная международная группа когнитивных неврологов, нейрофармакологов, нейрофизиологов, нейроанатомов и специалистов по численному моделированию нервных процессов собралась в Кембриджском университете для пересмотра нейробиологических оснований сознательного опыта и связанного с ним поведения у человека и у нечеловеческих животных. Отсутствие неокортекса. Неокортекс – это как раз та часть мозга, которая сделала нас во многом благодаря которой мы являемся человеком. Это новый кортекс, это кора, да, это передняя кора головного мозга, которая эволюционировала и очень сильно, и это тот отдел мозга, который сильно отличает нас от приматов, от человекоподобных обезьян. Отсутствие неокортекса, группа этих ученых в 2012 году в Кембридже констатировала, что отсутствие неокортекса, по-видимому, не препятствует организму испытывать аффективные состояния. Сходящиеся данные указывают на то, что животные, не являющиеся людьми, обладают нейроанатомическими, нейрохимическими и нейрофизиологическими субстратами сознательных состояний наряду со способностью демонстрировать преднамеренное поведение. Следовательно, масса доказательств указывает на то, что люди не уникальны в обладании неврологическими субстратами, которые генерируют сознание. Животные, не являющиеся людьми, включая всех млекопитающих и птиц и многие другие существа, включая осьминогов, также обладают этими неврологическими субстратами. То есть, в двух словах, ученые на вот этой это собрание получило название Кембриджская декларация о сознании. Она констатирует то, что субстраты сознания, то есть не полноценное сознание, как у людей, но субстраты этого сознания, способность переживания определенных процессов внутренних, сходных с тем, как это переживает человек, присуща очень многим животным. И вот как раз эта Кембриджская декларация о сознании повлекла за собой множество дискуссий об этическом обращении с животными и о том, насколько этично животноводство, насколько этично обращение с животными, к которым мы привыкли в рамках, там, не знаю, зоопарков, в рамках разведения животных на фермах, ну и так далее, и так далее. В общем, вся вот эта деятельность. В общем, очень интересная декларация. Рекомендую с ней ознакомиться. И декларация, она поднимает огромное количество дискуссий, связанных с тем, какие переживания испытывают животные, там, в том числе свиньи, например, которые могут испытывать очень серьезную привязанность к своим отпрыскам. И вот эти переживания, которые испытывают свиньи, на самом деле они во многом близки тем переживаниям, которые испытывают родители к своим отпрыскам. Это, конечно, рождает огромное количество серьезных дискуссий по поводу этичного, насколько этично наше обращение с животными. Итак, философские ответы Шеллера на вопрос о том, что такое человек, в чем заключается специфика человека, в чем заключается его духовное основание, мы кратко очень осветили. И двигаемся дальше. На самом деле, сейчас мы перейдем к синтезу научного и философского знания и рассмотрим несколько гипотез или несколько примеров того, как раз о духе, о духовных вопросах рассуждает научное направление и направления, являющиеся междисциплинарными, являющиеся синтезом между наукой и философией. Давайте сначала рассмотрим такое интересное явление, как трансгуманизм.
Трансгуманизм – это философская концепция, продвигающая использование достижений науки и технологий, добываемых с помощью науки, для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов жизни человека, которые трансгуманисты считают нежелательными. Это избавление от страданий, излечение болезней, ну и преодоление старения и смерти, биологической смерти. Трансгуманисты изучают возможности и последствия применения таких технологий, опасности и преимущества их использования, рассматривая в том числе идею конвергенции биологических, информационных, познавательных и нанотехнологий. Вообще идея, вот как показано в этом небольшом фрагменте из классического киберпанк произведения Ghost in the Shell, здесь вот как раз вот это дерево видов и гоминиды, лежащие на вершине эволюции. Конечно, идея о том, что человек не является конечной ступенью эволюции, что эволюция биологическая может продолжаться, она не нова, она появилась сразу же, практически как появилась сама идея эволюции. И, например, Ницше в своей образе сверхчеловека, он как раз, это и есть рассуждение о том, к чему может дальше привести эволюция человека, если она продолжится, и даже биологическая эволюция в ее сочетании с культурной эволюцией, она может привести вот к такому явлению, как сверхчеловек. И трансгуманисты как раз предлагают на стыке науки и технологий, которые дает наука, размышлять, используя прогресс, и размышлять о том, как можно дальше развивать человека, и использовать, и изменять человека. В современном смысле термин трансгуманизм встречается впервые у биолога-эволюциониста Джулиана Хаксли в его работе «Религия без откровения», выпущенная в 1927 году, как раз практически одновременно с работой Шеллера, с докладом Шеллера в Дармштадте, о котором я много раз уже говорил. Хаксли обращается к теме трансгуманизма всерьез и основательно в 1957 году. Этот год принято считать датой рождения термина трансгуманизм. И, кстати, вот этот Джулиан Хаксли, это английский биолог, эволюционист и гуманист, один из создателей синтетической теории эволюции, первый генеральный директор ЮНЕСКО, также сыгравший одну из основных ролей в создании этой организации ЮНЕСКО и Всемирного фонда дикой природы. И если вы заподозрили и подумали, что вам эта фамилия Хаксли знакома, то вы не ошиблись. Он является родным братом Олдоса Хаксли, знаменитого писателя, автора одной из самых знаменитых антиутопий «О дивный новый мир» и моей горячо любимой утопии «Остров». Это было краткое отступление в одну из возможных теорий. А теперь перейдем, собственно, к тому, как духовные вопросы, как ответы на духовные вопросы, о которых я неоднократно говорил, разрабатываются различными направлениями на стыке философии и, например, психологии. Начнем с известного нам всем по учебникам, в первую очередь, менеджмента Абрахама Маслоу. Абрахам Маслоу, он же Абрахам Маслов, он имеет русские корни, это русский еврей, чья семья эмигрировала в США, когда Маслоу был, по-моему, 6-летним ребенком, поэтому это полностью наш человек, обосновавшийся в Америке и ставшим одним из самых известных на сегодняшний день психологов 20 века и основателем гуманистической ветви психологии. Маслоу, один из основателей и один из самых популярных представителей гуманистической психологии, уже в 50-е годы 20 века сформулировал предложил основополагающие принципы построения гуманитарных наук вообще и, в частности, новой психологии, о которой он говорит как о психологии бытия, бытия с большой буквы.
которая может быть также названа онтопсихологией, от греческого онтос – бытие, также может быть названа трансцендентальной психологией или даже психологией целей. Грядущие перемены в психологии, согласно его видению, должны были произойти в философско-онтологическом, философско-телеологическом и философско-аксиологическом планах. Он уделял много времени трактовке таких фундаментальных философских понятий, как бытие, ценность, цель, применительно к проектируемой новой им гуманистической психологии. Гуманистическая психология в лице Маслоу как бы выходит за пределы естественно-научно ориентированной психологии, то есть такой научной психологии в привычном смысле этого слова, формулируя так называемые пролегомены к новой психологии бытия, которая имеет дело именно с ценностями, с целями, в том числе с высшими ценностями или ценностями бытия. Или, говоря по-другому, именно универсальными духовными ценностями человечества. Такими как истина, добро, красота, цельность, справедливость и так далее, и так далее. Маслоу осознает, что назрела необходимость переосмысления понятия норма для психологии и патология, применительно к человеческой природе. Это как бы выводит его исследования в плоскость философской антропологии. То есть из такой чисто клинической картины, располагая представлением о том, что такое норма и патология, Маслоу очень много говорил о том, что мы уже достаточно хорошо изучили то, что не является нормой. Мы изучили отклонение от нормы, болезнь. И вся психология изучает болезни. А давайте обратим внимание вообще в другую сторону и в противоположную сторону от нормы. А может ли что-то быть выше нормы в положительном смысле? Можем ли мы говорить о... То есть для нас нормальный человек – это не больной человек, который не невротик, не психотик, не страдающий различными расстройствами личности. И, в общем-то, вот это у нас нормальный человек. Но он говорит, что есть ведь люди выдающиеся, есть ведь люди замечательные, превосходящие нормального, обычного человека. И, может быть, нам обратить внимание на этих людей, как-то изучить этих людей, какие ценности эти люди несут, почему мы ориентируемся на этих людей, почему мы восхищаемся этими людьми. Давайте поизучаем этих людей. Вот по большому счету такими вопросами задается Маслоу. И в связи с этим он говорит о том, что давайте пересматривать то, что является нормой патологии. Может быть, норма человеческая, она лежит не в области нормотипичного человека, не больного человека, она лежит где-то в другом месте, где-то выше. Может, мы заглянем куда-то дальше, чем просто не больной человек. И он предлагает психологии заниматься, как видно из одной из его известных работ, это, кстати, по-моему, последняя его работа, прижизненная «Новые рубежи человеческой природы». Из названия этой работы ясно, какую новую психологию он предлагает развивать. Цитирую Маслоу: «Люди должны стать лучше, иначе вполне возможно, все мы будем сметены с лица земли. Или, если даже выживем, то как биологический вид будем жить в напряжении и тревоге». Это цитата из «Новые рубежи человеческой природы». Книга издана в 1971 году. Затем, второе, о чем я хотел сказать, точнее уже сказал, это противоположность жизни и духа, это разработка того, что такое дух Шеллером в его работах, в том числе положение человека в космосе. Это философская разработка вопроса о том, в чем является смысл человека, в чем является его суть. И еще одно предложение на стыке философии и психологии – это стремление к смыслу Виктора Франкла и его логотерапия. Виктор Франкл, немецкий психолог, он являлся узником концентрационных лагерей, причем разных лагерей, его там перевозили из одного лагеря в другой, и наблюдая за узниками концлагерей и оказывая им психологическую помощь, он пытался выявить некую формулу спасения из той жуткой и той бесчеловечной ситуации, в которой находился он сам и окружающие его узники. Один из его основных выводов состоял в том, что наибольшие шансы выжить в этой экстремальной ситуации имели те, кто был направлен на дело, которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать. Позднее Франкл создаст некий терапевтический метод, названный логотерапией, что буквально означает исцеление смыслом, или исцеление логосом. Франкл считает базовой характеристикой человеческого бытия
– это стремление к смыслу. Соответственно, утрату смысла он считает основной причиной неврозов и того, что принято считать экзистенциальным кризисом личности. Глубинным кризисом Франкл считает базовой характеристикой человеческого бытия стремление к смыслу. Соответственно, утрату смысла он считает основной причиной неврозов и того, что принято считать экзистенциальным кризисом личности, глубинным кризисом, затрагивающим самые основы бытия личности. Вопреки сказанному ранее, устремление к наслаждениям, как говорит Франкл, как раз таит в себе опасность утраты смысла, а точнее потерю способности быть устремленным к смыслу. Франкл тоже связывает поиск смысла с ценностями, а возможность обретения счастья с устремлением к смыслу или приобщением к ценностям, в первую очередь к универсальным ценностям. То есть, по большому счету, он говорит о тех же ценностях, о тех же смыслах, о которых говорит Маслоу в своей работе «Новые рубежи человеческой природы». Так вот, на самом деле многие представители гуманистического направления психологии, это не только Маслоу, это и Бинсвангер, это Ролло Мэй, продолжают и развивают вот этот подход к объяснению смысла жизненных, объяснению ценностных устремлений человека с помощью экзистенциальной философии и с помощью феноменологической философии. Они обращаются к философии Хайдеггера, к его Дазайн и разрабатывают различные терапевтические методы и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, также они недовольны очень многими положениями, очень многими односторонними ориентациями науки и стараются как-то расширить рамки науки и по-своему развивать возможности науки, используя философские подходы. Здесь я остановлюсь подробнее на 3 обещаниях гуманистической психологии на примере статьи 1987 года. В журнале Humanistic Psychologist вышла статья профессора Джорджи под названием «Кризис гуманистической психологии». В этой статье Джорджи назвал 3 основных обещания, он прям с большой буквы прям так называет, 3 обещания, которые должен был призван исполнить проект гуманистической психологии. Первое обещание – это обещание человеческого роста. Оно касается разнообразных терапевтических техник и стратегий, направленных на развитие индивидуального потенциала личности. Второе обещание Джорджи назвал метапсихологическим обещанием. Оно связано с возможностью создания более адекватной теории личности, служащей в качестве философско-антропологического базиса для более адекватной психологии человека, имеется в виду более адекватной предмету изучения, то есть самому человеку. И эта новая психология будет служить в качестве концепта человеческой личности, направляющего конкретные исследования. И третье обещание – это обещание исследования. Оно связано с выработкой новых исследовательских стратегий для изучения уникальности феномена человека, строгих, но более адекватных путей, нежели ранее используемых в психологии, а также развитием специфически человекоориентированного корпуса знаний. Джорджи в этой статье признает, что в достаточной степени было выполнено только первое из 3 обещаний. Было разработано, почему статья, собственно, и называется «Кризис гуманистической психологии», да потому что в достаточной степени, по мнению Джорджи, было выполнено только первое из 3 обещаний, было разработано и апробировано действительно большое количество терапевтических техник и стратегий, среди которых упомянуты гештальт-терапия, столкновение групп, первичный крик и так далее, и так далее. Что касается 2 и 3 обещания гуманистической психологии, то здесь все оказалось значительно сложнее. Безусловно, были определенные успехи в построении философско-антропологических теорий, служащих базой для психологии и психотерапии. Среди этих теорий можно отметить достижения Бинсвангера, Эриха Фрома, Франкла, упомянутого мною, Ролла Мэя, а также до сих пор актуальные революционные постановки вопросы о личности, сформулированные Абрахамом Маслоу и Карлом Роджерсом.
Эти же имена могут быть связаны с определенными достижениями в отношении разработки методологии исследований, то есть третьего обещания гуманистической психологии. Однако, как далее говорит Джорджи, несмотря на локальные успехи, гуманистическая психология так и не стала главным течением в американской психологии, уступив лидерство когнитивной психологии, зародившейся примерно в то же время, что и гуманистическая ветвь. Ну, имеется в виду когнитивно-поведенческая психология, такая основная. Речь идет о когнитивно-поведенческой психологии, которая является таким мейнстримом в психологии сегодня. Рассуждая над причинами такого положения вещей, Джорджи приходит к выводу, что ключевая проблема развития гуманистической психологии – это поиск оптимальной научной формы, с одной стороны, отвечающей современным требованиям научности, но при этом способной постигать всю сложность, многообразие, многогранность и многомерность предмета исследования, то есть человека. Джорджи, вспоминая Маслоу, вновь актуализирует вопрос адекватности научной парадигмы предмету исследования, то есть человеку. Естественно, речь идет о человеке, понимаемому с позиции гуманистической психологии и современной философской антропологии. То есть взгляды, проблематика того, что такое человек, понимание того, как подходить к этому вопросу в рамках гуманистической психологии здесь практически совпадает с тем, как к этому подходит философская антропология. Ну, в какой-то части совпадает. А здесь Джорджи касается вопросов философии науки и философской антропологии. Цитирую, кризис гуманистической психологии аналогичен кризису самой психологии. Как преодолеть напряженность между требованиями, исходящими от предмета исследования, и требованиями научности? Более того, наше понимание науки значительно более ограничено, нежели наши пути опытного познания феномена человека. Конец цитаты. Другими словами, развитый гуманистическими психологами арсенал методик исследования позволил обнаружить и изучить такие аспекты человеческого, как самореализация, как бытийные ценности, наделение смыслом, пиковые переживания, метамотивация и так далее. Эти аспекты человеческого до сих пор с трудом вписываются в сложившуюся научную парадигму, о чем я говорил еще словами Гуссерля, который критиковал научную, современную ему ситуацию с тем, как наука не отвечает на духовные запросы человека. Выводы. Кратко. Для американских психологов гуманистического направления характерна очень активная философская рефлексия. Эта рефлексия направлена на осмысление философских основ и перспектив развития гуманистической психологии, на философское осмысление антропологических вопросов о сущности человека, о специфике его существования в отношении животного мира, на осмысление границ предмета исследования, на этические, аксиологические и телеологические вопросы. Отсюда многообразие междисциплинарных исследований, связанных с разработкой философских вопросов, тесно соприкасающихся с психологической тематикой. Другим результатом такой рефлексии становится устойчивое внимание к философскому дискурсу, особенно в части феноменологии и экзистенциальной философии. В 1963 году одним из первых выпусков журнала гуманистической психологии в обзорной статье на книгу профессора философской антропологии «Феноменология и гуманитарные науки. Вклад в новый научный идеал» Генри Винтерп, автор статьи, подчеркивал необходимость быть особенно чувствительным к точкам зрения и влияниям, происходящим из лагерей феноменологии и экзистенциализма. Второй вывод. Конечно, было бы слишком большим преувеличением утверждать, что гуманистическая психология создала собственную философию. Но можно уверенно констатировать, что гуманистическая психология занимается философскими вопросами и проводит собственные исследования в междисциплинарном поле. И именно вот в области междисциплинарного поля и лежат пути исследования, современные пути исследования того, что такое личность, что такое человек. И с точки зрения именно его духовных запросов. Такая психология вынуждена постоянно взаимодействовать с философией, нередко рискуя быть непринятой консервативно настроенной частью профессионального сообщества психологов. Итак, одна из ключевых проблем, которая перед нами встает, и не только перед нами, а перед психологами и философскими антропологами, это методологическая проблема. Цитирую статью
Екатерины Сергеевны Черепановой, прекрасного профессора и человека, доктора философских наук, а одновременно моего научного руководителя. Цитата из статьи «Перспективы философской антропологии. От классической методологии Плеснера к постклассической интерпретации Фишера». В истории развития философской антропологии именно биология, а впоследствии этнография и этнология формулировали своеобразное поле вызовов этой философской дисциплине. Этологические интерпретации поведения человека вторгались в сферу философии и претендовали на методологическую роль в вопросе понимания перспектив человеческого существования в условиях кризиса с позиции экологии, этики и даже геополитики. Биологизация постановки вопроса о человеке была таким образом уже в работе Плеснера органически ограниченная методологически. Философ указывает на актуальность для философии такого рода междисциплинарного диалога, но при этом в философской антропологии им определена сфера специфически философского подхода к пониманию человека как вида живого. То есть методологическая проблема, связанная с научной методологией и взаимодействие с этой научной методологией, она является одной из ключевых проблем, таких глубинных ключевых проблем, лежащих в сегодняшних исследованиях философской антропологии. Ну и в заключение всех трех лекций скажу следующее. Здесь две цитаты известного современного нашего философа Маркова, который констатирует, что мы живем в постантропологическую эпоху, для которой характерен отказ от универсальной идеи человека. Речь идет о междисциплинарном подходе, то есть о попытке диалога, включающего сотрудничество и конкуренцию, который остается постоянным и приходит к консенсусу только тогда, когда требуется практическое решение, более или менее удовлетворяющее всех членов общества. Задача философии – показать, что в нынешних условиях можно жить лучше, чем прежде. Современные технологии позволяют сделать общество более гуманным. Другими словами, современная философская антропология не отвечает на вопрос, что такое человек, так, как его ставили философы еще 100 лет назад, как это делал Шеллер. Она в рамках диалога с наукой, с другими философскими дисциплинами ищет решение практических проблем и отвечает на вопрос о том, как жить в условиях тех кризисов, которые стоят перед человечеством, и общечеловеческих кризисов, и индивидуальных кризисов, которые стоят перед каждым отдельно взятым индивидом. Вот чем занимается сегодня философская антропология. Как отметил Карл Ясперс, философия – это уже не занятие узких кругов, по крайней мере, в качестве вопроса отдельного человека, спрашивающего, как ему жить, философия является делом бесчисленно многих. Философская антропология претендует на универсальность собственного языка и прояснение смысла жизненных вопросов, равно как религия и искусство. Поэтому она не ограничивается лишь методологической ролью. Она нужна современному человеку для прояснения его текущей ситуации, для прояснения проблематичности его самого. Философствование стало основой подлинного бытия человека. Сегодня оно обретает свой характерный образ. Человек, ввергнутый из субстанции стабильных условий в аппарат массового существования, пребывающий, утратив свою религию в неверии, решительнее мыслит о собственном бытии, пишет Карл Ясперс в работе «Духовная ситуация времени». В этой же работе «Духовная ситуация времени» Ясперс рассуждает над проблемой самопостижения человека и человечества в определенной исторической ситуации. Он фиксирует возросшую потребность прояснения исторического времени, эпохи, ситуации, когда человек оказывается оторванным от своих корней, когда он осознает себя в исторически определенной ситуации человеческого существования. Он как будто не может более удерживать бытие. Дело в том, что современная Ясперсу ситуацию характеризовалась им как перегруженная идеологическими схемами, скрывающими от человека возможность понимания себя самого в исторической ситуации. Эти схемы, они дезориентировали человека и создавали чувство собственной ничтожности, собственной потерянности, отрыва от бытия, как говорит Ясперс. Ну и, на мой взгляд, в подобной ситуации человечество находится сегодня.
Поэтому я считаю, что ситуация, которую характеризовал Ясперс, и о которой тоже говорил Шеллер, она актуальность ее не только не уменьшилась, а может быть даже и возросла. Ну и, наконец, закончу я свой доклад еще одной цитатой Маркова. Философствовать – это значит пытаться изменить сами рамки и нормы мышления, которые мешают делать и быть по-другому, чем есть. Вот, на мой взгляд, это очень удачная формулировка того, что сегодня значит философствовать, того, что сегодня значит заниматься философско-антропологическими вопросами и отвечать на духовные запросы человека, на духовные запросы личности с позиции философии и науки, а не с позиции религии или с позиции эзотерики, например. На этом все. Надеюсь, доклад вызвал у вас какой-то отклик. Переходим к вопросам, а я останавливаю запись.